Самые опасные войны начинаются не из-за ненависти. Они начинаются из-за желания доказать. Я главный, значит, я самый сильный. Даже боги не избежали этого испытания. Иногда эго разрушает не только людей. Иногда оно способно расколоть даже саму Вселенную. Брахма и Вишну вступают в спор, кто из них верховный бог. И этот спор перерастает в войну. Тогда появляется тот, у кого нет ни начала, ни конца. Сегодня мы читаем главы, где сама Вселенная содрогается, пока не является Шива, как бесконечный огненный столб. Но перед началом, как всегда, наш маленький ритуал благодарности. Пожалуйста, оплатите свою дакшину, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так энергия знания продолжит движение и вернется вам во благо. Этим действием вы поддерживаете пространство ведической мудрости. Дайте свету знания возможности коснуться тех, кто этого по-настоящему желает. Нандикешвара сказал: «Однажды давным-давно, о величайший среди йогинов, Вишну дремал на своем змеином ложе. Его покой охраняли Лакшми и его приближенные слуги. Случилось так, что в это время туда пришел Брахма, величайший знаток вед. Он спросил прекрасного Вишну: «Кто это здесь лежит?» Брахма сказал: «Кто это здесь лежит, как какой-то гордец, хотя видит меня? Встань, любезнейший, и посмотри на меня, твоего господина. Я здесь стою перед тобой». Для злобного типа, который, когда к нему пожалует почитаемое старшее лицо, ведет себя подобно надменному глупцу, предписаны искупительные обряды. Услышав эти слова, Вишну разгневался, но внешне сохранял умиротворение. Он сказал: «Приветствую тебя, почтенный, добро пожаловать. Пожалуйста, присядь на кушетку. Почему твое лицо взволновано, а глаза выглядят необычно?» Брахма сказал: «Любезнейший Вишну, вот перед тобой я. Я прибыл сюда со скоростью времени. Мне следует оказывать великое почтение. Любезнейший, я хранитель Вселенной, а также и твой хранитель». Вишну сказал: «Почтенный, вся Вселенная пребывает во мне. Ты же мыслишь как вор. Ты родился из лотоса, что вырос из моего пупка. Ты мой сын, поэтому слова твои пусты». Нандикешвара сказал: «Так, споря, доказывая друг другу свое главенство и заявляя каждый, что именно он является Всевышним, они изготовились к открытому сражению, подобно двум глупым козлам, желающим убить друг друга. Восев каждый на свое средство передвижения лебедя и Гаруда, соответственно, они начали сражаться друг с другом. Спутники Брахмы и Вишну также вступили в противоборство. Тем временем различные группы богов, пролетавшие мимо в небесных колесницах, собрались там, чтобы посмотреть на невидимую битву. Глядя на эту битву с небес, они повсюду сыпали цветы. Бог, летающий на Гаруде, Вишну, пришел в ярость и выпустил в грудь Брахмы смертоносные стрелы и множество другого оружия. Брахма, также пришедший в выступление, также осыпал Вишну множество стрел жгучей ярости и другим различным оружием. Боги делились мнением об этой невиданной битве и были сильно взволнованы. Вишну в неистовстве и крайнем возбуждении тяжело задышал и выпустил в Брахму оружие Махешвара. Взбешенный этим, Брахма метнул в грудь Вишну ужасное оружие Пашупата. Оружия взметнулись высоко в небо, сверкая подобно 10 тысяч солнц, с тысячами устрашающих заостренных выступов, издавая жуткий вой, подобно порыву ветра. Затем оружие Брахмы и Вишну встретились в ужасающем столкновении. Вот какова была битва между Брахмой и Вишну. Затем, о почтенные, боги, взволнованные, беспомощные, полные досады, переговорили между собой, как делают это люди, когда их монархи воюют. Троекий бог, носящий трезубец, высший Брахман, то есть Шива, есть причина творения, поддержания, уничтожения, сокрытия и милости. Без его санкций никто нигде не способен даже разорвать былинку. Думая так, движимые своим испугом, они пожелали отправиться в обитель Шивы и, соответственно, пришли на вершину Кайласа, где пребывал бог, носящий полумесяц на макушке. Увидев эту область Парамешвары, имеющую образ Амкара, они почтительно склонили головы и вошли во дворец. Там они узрели верховного главу богов, ослепительно сияющего и восседающего на сиденье самоцвета.
Рядом с ним была Ума. Она восседала на возвышении посреди зала собраний. Его правая нога располагалась на колене левой. Его лотосоподобные руки покоились на ногах. Вокруг него были все его спутники. Его образ был отмечен всеми благоприятными знаками. Его обмахивали опахалом совершенные знатоки этого искусства женщины, наделенные обостренным вниманием. Ему пели хвалу Веды. Господь каждому даровал свое благословение. Когда боги увидели Господа таким, из глаз их заструились слезы радости. Видя богов, Господь попросил своих слуг подозвать их к нему. Затем, на радость богам, величайший среди богов, Шива постепенно обратился к ним со сладкими словами, несущие благо. Ишвара сказал: «Приветствие вам, дети мои! Надеюсь, вселенная и весь род небожителей процветает под моей верховной властью. Следую все своему соответствующему долгу. О боги, я уже знаю о битве Брахмы и Вишну. Ваше волнение излишне, оно подобно многословным речам». Так супруг Амбы ласковыми речами, оттененными улыбкой, успокоил собрание богов, как любящий родитель успокаивает своих детей. На том же собрании Господь объявил о своем намерении отправиться на поле битвы между Хари и Брахмой и отдал соответствующие приказания сотне предводителей своего воинства. Заиграли разнообразные музыкальные инструменты, возвещая о выступлении Господа. Предводители войска были полностью готовы к выступлению. Надев на себя все свои украшения, они воссели каждый на свое соответствующее ездовое животное. Господь, супруг Амбики, воссел на священную колесницу, видом своим со всех сторон напоминающую Амкару и украшенную 5 концентрическими кольцами. Его сопровождали его сыновья и ганы. Принимая должные почести, которые ему оказывались посредством разноцветных флагов, опахал, сыплющих со всех сторон цветов, пения, танцев и игры на музыкальных инструментах, сопровождаемые великой богиней Парвати, Пашупати Шива отправился на поле битвы во главе своего войска. Издалека, завидев сражение, Господь сделался невидимым на небосводе. Музыка тут же прекратилась, а ганы утихли. Там, на поле битвы, Брахма и Ачьюта, желая убить друг друга, ждали действия оружия Махешвара и Пашупата, выпущенные ими. Волны пламени, исходящие от обоих оружий, сжигали все 3 мира. Видя, что надвигается окончательное уничтожение, Шива в своем бестелесном образе принял ужасающий облик гигантского огненного столпа между сражающимся. 2 оружия, испепеляющие жгучим пламенем, каждого из которых хватило бы, чтобы уничтожить весь мир, вошли в огненный столб, что внезапно возник там. Видя это благотворное чудо унятия смертоносного оружия, Брахма и Вишну спросили друг друга, что это за диво, что за огненный столб появился. Он вне досягаемый наших чувств, нам нужно отыскать его вершину и основание. Вместе решив так, 2 героя, гордые своей доблестью, тут же со всем рвением отправились на поиски. «Ничего не найти, пока мы вместе», — сказал Вишну, принял облик вепря и отправился искать основание столпа. Брахма принял облик лебедя, взмыл ввысь, чтобы найти вершину. Прорубив нижние миры и дойдя до самого низа Вселенной, Вишну так и не увидел основания огненного столпа. Крайне утомленный, Вишну в образе вепря возвратился на поле битвы. «О, почтенный! Твой отец Брахма, взлетевший высоко в небеса, увидел некий букет цветов Кетаки, чудесной природы, падающей сверху. Увидев битву между Брахмой и Вишну, Господь Шива засмеялся. Когда он тряс головой, упал украшающий ее цветок Кетаки. Хотя он летел вниз много лет, ни его аромат, ни блеск ничуть не уменьшились. Цветок был знаком благословения им. Брахма сказал: «О, владыка цветок, кто тебя носил? Почему ты упал? В облике лебедя я прилетал сюда, чтобы отыскать верх огненного столпа». Цветок отвечал: «Я выпал из середины этого изначально непостижимого столпа. С тех пор прошло много времени, поэтому я не знаю, как ты увидишь верх». Брахма сказал: «Почтенный, далее делай, как я желаю. В присутствии Вишну скажи примерно следующее. О, Ачьюта! Брахма видел вершину столпа, я тому свидетель». Говоря это, он снова и снова кланялся цветку Кетаки. В минуту опасности даже обман подойдет. Так говорят подлинные писания. Возвратившись на прежнее место и увидев там Вишну, крайне изнуренного и опечаленного, Брахму пустился в пляс от радости. Вишну с видом скопца, признающегося женщине в своем половом бессилии, рассказал ему правду, что не смог увидеть основание столпа. Но Брахма сказал Вишну примерно следующее: «О, Хари, я видел верх этого столпа. Это цветок Кетаки тому свидетель.
Цветок Китаки повторил эту ложь, подтвердив слова Брахмы в его присутствии. Хари, посчитав это за правду, выразил Брахме почтение. Он совершил Брахме поклонение посредством 16 элементов. Чтобы наказать Брахму, который прибег к обману, Господь Шива принял видимый образ, вышел из огненного столпа. Увидев Господа, Вишну встал и руками, дрожащими от страха, обхватил его стопы. Вишну сказал: «Лишь из неведения и заблуждения относительно тебя, чье тело не имеет ни начала, ни конца, мы, движимые собственным желанием, взялись за эти поиски. Поэтому, о милосердный, прости нас за наше прегрешение. На самом деле это все нечто иное, как твоя божественная игра». Ишвара сказал: «Милый мой Хари, я доволен тобой, потому что ты, несмотря на свое желание быть Всевышним, оставался строго привержен правде. Поэтому для широких масс людей у тебя будет положение равно моему. Тебя будут почитать подобным же образом. Впредь ты будешь почитаться отдельно от меня. У тебя будут отдельные храмы, установка божеств, праздники, поклонения». Итак, вначале Господь выразил радость по поводу правдивости Хари и предоставил тому положение равно своему собственному, а собрание богов как раз стало тому свидетелем. На этом мы завершаем очередную часть Шива Пурана. Эти слова не для спора и не для веры вслепую, они для внутреннего слушания. Если вам что-то откликнулось, останьтесь с этим, не торопитесь с выводами. Поделитесь своими мыслями или вопросами в комментариях. Шива Пурана раскрывается через размышления и диалог. Если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь на канал и поддержите это видео лайком. Индомания – пространство ведической мудрости. Добро пожаловать в место вашей силы. Продолжение, как всегда, в следующий понедельник. До новых встреч! Намah Shivaya.